Здравствуйте, зрители нашего канала. Сегодня мы будем говорить о форматировании ячеек в Excel. Форматирование ячеек в Excel – значимая часть работы в этой программе. Можно также использовать условное форматирование или подсветку дат и сроков, формат даты или формат таблицы в Excel. Условное форматирование в Excel мы подробно покажем на следующем видеоуроке. Если вам интересна выпущенная тема или Excel уроки для начинающих, напишите об этом в комментарии. И еще, напишите, какие вопросы или темы вы хотите узнать. В этом видеоролике мы покажем, как сделать форматирование ячеек в Excel. Но сначала давайте ответим на следующий вопрос, чтобы понять суть видеоролика. Зачем нужно форматировать ячейки в Excel? Первое. Чтобы дать обработанным данным в таблице Excel визуально понятный и читабельный вид. Второе. При работе в Excel с функциями и формулами машина смогла определить, какие данные она обрабатывает. Например, если сцепить текст с датой, дату внутри текста не получим. Ее надо преобразовать в текст. Форматирование в Excel можно условно разделить на два направления. Это формат ячеек в Excel и формат данных в ячейке. Это могут быть текст, дата или число. И для работы с форматом ячеек в Excel предназначено большое количество инструментов. Они расположены в меню панели инструментов по вкладке «Главное». Начиная с версии MS Excel 2007, панель инструментов расположена в ленте. Вызвать формат ячеек в Excel можно еще несколькими другими способами. И мы познакомимся в данном видеоуроке. Первое из них – нажатие на горячей клавише Ctrl+1. Появится диалоговое окно «Формат ячеек», где разделены на несколько вкладок. Второе. Нажатие на правую кнопку мыши, появится контекстное меню. Здесь можно воспользоваться верхней частью или выбрать из списка пункт формат ячеек. Тоже появится диалоговое окно формат ячеек. И последнее. Нажатие на кнопку меню на клавиатуре. И тоже появится контекстное меню, как при нажатии правой кнопкой мыши, где мы можем пользоваться как во втором способе. Важный совет. Если вы хотите пройти обучение Excel с полного нуля, курсы Excel для начинающих, которые мы предлагаем, прокачают ваши навыки в этой сфере. Вы можете скачать по ссылке в описании. А теперь давайте по порядку разберем все инструменты форматирования на примере Microsoft Excel 2016. Для максимального понимания мы собрали все инструменты в одно место. Начнем с вкладки «Число». Числовой формат Excel, как мы видим в экране, состоит из общие, числовые, денежные и финансовые, дата и время, процентный, дробный, экспоненциальный, текстовый и другие форматы. И еще, числовой формат в Excel можно изменить в ленте, нажав на выпадающий список. Общий формат – это когда мы вводим число в ячейки без каких-либо видоизменений, всегда вставится по умолчанию. Числовые, денежные или финансовые форматы пишутся с разделителями, и после запятой можно вставить несколько нулей или вообще не ставить ноль. Финансовый формат используется для выравнивания денежных величин по разделителю целой и дробной части. Его можно использовать из ленты или из контекстного меню, нажав на кнопку 3 нуля. В отличие от числовой, денежные и финансовые форматы заканчиваются с валютными знаками, как доллар, рубль или евро. Их можно убрать в диалоговом окне формат ячеек. И еще, тут можно указать, как будет писаться отрицательные знаки. Из ленты или контекстного меню тоже можно удалить или добавить 0 после запятой. Денежные или финансовые форматы также можно вызвать из панели инструментов и из контекстного меню, нажав на картинку денег. Появится список, где можно выбрать знаки любой валюты мира. Формат даты и времени пользуются для обозначения минут, часов, дней, месяцев, год, дней недели или чисел месяцев в числовом формате. Дату и время можно ставить с помощью горячих клавиш. Это можете посмотреть в подсказке. Или сразу при вводе чисел, если ставить слэш между днем, месяцем и годом, то она автоматически преобразуется в дату. Пишется дата через точку, а время через двоеточие. Процентный формат в Excel пользуется с умножением числа на 100 и выводится на экран со символом процента, поэтому его надо ставить на десятичные дробные числа. Процентный формат также можно использовать в панели инструментов и в контексте меню, нажав на символ процента. Дробный формат почти не пользуется, так как оно пишется через слэш. Его пользуют в некоторых случаях, когда нужно указать данные в дробном виде. Экспоненциальный формат пользуется для больших количеств чисел в виде 1, 0, e плюс 0. Это число 1. Оно на повседневной практике почти не пользуется. Текстовый формат Excel воспроизводит данные точно так же, как вводятся. Они обрабатываются как строки, вне подчиненности от их содержания.
Если вы хотите Excel уроки для продвинутых пользователей, подпишитесь на наш канал, чтобы не упустить новые видеоролики. И все же, если хотите пройти Excel обучение для новичков, ссылку оставлю в описании. Во вкладке выравнивания мы можем указать ориентацию текста на несколько градусов вверх или вниз, выравнивание текста по горизонтали или по вертикали, поставить отступ, переносить по словам или задать автоподвод ширины ячейки. Последнее. Просто объединить ячейки по строкам или по столбцам, указать направление текста по контексту слева направо или обратно. Ее тоже можно вызвать из ленты или нажав на правую кнопку мыши. Вкладка «Шрифт» помогает нам обозначить шрифт, начертания и видоизменения текста, размер, цвет и его вид. Например, начертание текста обычный, жирный и курсив, или видоизменение зачеркнутый, надстрочный или построчный. А также можно пользоваться другими шрифтами. Изменять размер или цвет текста. Как в других элементах форматирования, здесь тоже можно пользоваться быстрым доступом из ленты или нажав на правую кнопку мыши. Даже некоторые форматы шрифта можно использовать с помощью горячих клавиш. Их мы показывали в наших видеороликах в подсказке. Во вкладке «Граница» мы можем выделить границы ячеек с разными линиями, изменить цвет линий границы, разделить их по диагонали. Выделить границы ячеек тоже можно из панели инструментов или из контекстного меню. Во вкладке «Заливка» мы можем указать цвет фона ячейки или ставить узоры в фон. Цвет фона ячейки тоже можно изменить из ленты или нажав на правую кнопку мыши. И последняя вкладка «Защита» защищает ячейку от непредвиденных или намеренных изменений и еще скрывает формулу, если вы не хотите показывать их другим. Чтобы защитить ячейку, нужно сначала защитить весь лист. Пока на этом все. Как работает в Excel с защитой ячейки или листа, мы покажем на следующих видеороликах, если данный урок наберет 100 лайков.